Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в таком коротком видео попробуем поговорить о подшипниках навесных агрегатов и как определить, какая крутящаяся часть издает посторонние звуки. Надеюсь, на камеру было слышно, но есть еле-еле заметное подсвистывание подшипника. Особенно это хорошо слышно на холодную, когда машина только-только заводится после того, как отстояла ночь. И буквально через минуту посторонний звук постепенно пропадает, становится все тише-тише, и мотор дальше продолжает работать без каких-либо шумов. Забегая вперед, скажу, что я уже определил, что это подшипник кондиционера, насоса кондиционера начинает плохо себя вести. Но с вами хотелось бы поделиться, как можно понять, какой из агрегатов, вернее, в каком из агрегатов подшипники начали выходить из строя. Начнем с самого верхнего. Это насос гидроусилителя руля. Но здесь, в принципе, все понятно. Если от него идет гул, если от него идет какой-то треск, он находится в самом верху, и здесь не составит вам особого труда понять, что посторонние шумы идут от него. Генератор, который находится уровнем ниже, вот здесь уже становится интересней. Иногда генератор может издавать такой же подсвистывающий звук, как вот сейчас издавал насос кондиционера. Также иногда генератор может издавать гул. И этот гул очень легко можно спутать с насосом гидроусилителя руля. Потому что наклоняешься, слушаешь отсюда, откуда только угодно, и кажется, вот он, источник шума. Генератор можно проверить, не снимая ремень. Так как шкив генератора представляет из себя муфту, то когда вы глушите мотор, ротор генератора, после того, как все это остановилось, ремень стоит на месте, продолжает еще делать сколько-то оборотов. И когда в генераторе начали выть подшипники, либо свистеть, хрустеть, после того, как вы заглушите машину, этот вой, там хруст или свист останутся до тех пор, пока якорь в генераторе не остановится. Это буквально там 1 секунда, но этого достаточно, чтобы выявить неисправность в генераторе. Я скину ремень и покрутим, потрогаем каждый агрегат в отдельности, каждый подшипничек и поговорим о нем. Начнем с насоса ГУРа. Все плавно, все мягко, никаких посторонних звуков и никаких посторонних ощущений при прокручивании. Генератор. Я бы обратил внимание на звуки в районе щеточного узла. Возможно, скоро там уже будет подходить подшипник, а может быть и щетки. Придет время, разберемся. Также проверяю муфту. Муфта прокручивается. Я на себя резко раскручиваю якорь и муфту останавливаю. Якорь после этого продолжает еще немножечко прокручиваться. Муфта работает хорошо. За ней надо время от времени посматривать. И если она вдруг начинает похрустывать, посвистывать, то сразу необходимо ее заменить. Расскажу историю своего опыта. Это приключилось со мной. Я ехал на С-80 и на светофоре у меня на панели приборов выдается надпись, что нет зарядки. Я проезжаю светофор, уже получается без зарядки. Останавливаю машину, открываю капот и наблюдаю страшную картину. Ремень у меня оборван, и один конец ремня горит. Горит открытым огнем. Я бегом в машину, забыл даже, что у меня есть огнетушитель. Схватил, слава богу, была минеральная вода. Рядышком лежала, схватил минеральную воду и залил. Что произошло? Муфта от старости и от выработки стала проскальзывать. То есть муфта, раскалившись до красна, прожгла ремень и умудрилась поджечь оборванный конец ремня. Шутка такая не очень приятная. Пришлось вызвать эвакуатор, погрузить машину и привезти ее домой. Вот чем закончилась эта история. Потом была муфта, конечно, заменена, поставлен ремень, и машина поехала дальше. Натяжной ролик в хорошем состоянии, нету люфтов. Крутится свободно, ничего свободному кручению не препятствует. И насос кондиционера.
люфтов нет, а вот звук уже нехороший. Надеюсь, вы услышали этот звук. Это звук полусухого подшипника. Владельцы этого автомобиля я буду рекомендовать готовиться к замене, так как вот эти полуминутные посвистывания на холодную со временем перейдут в постоянный свист и хруст уже и на горячую. В итоге, если этот подшипник не поменять, то он может разбить посадочное место, и тогда уже придется насос снимать и отдавать в ремонт. Когда я скидываю ремень и проверяю все вот это навесное, не знаю, это, наверное, не совсем правильно, и специалисты, наверное, пожурят меня за это. Я все-таки завожу машину без ремня, для того, чтобы удостовериться, что нет никаких посторонних звуков из газораспределительного механизма. И если вы захотите проверить так же, как проверяю я проверяю так спокойно, потому что у меня есть вида. Когда машина заводится и генератор не работает, система зафиксирует ошибку, даже не одну, а две ошибки. Иногда система прописывает ошибки просто в журнале, а иногда вываливается чек на панели приборов. Так что, если у вас есть чем подчистить, стереть ошибки, то тогда можно так попробовать на непродолжительное время. Буквально завести, постоять несколько секунд, послушать, тихо, значит тихо. Если что-то есть, значит снимается кожух, и дальше машина заводится и слушается уже все со снятым кожухом, чтобы определить неисправность. По ошибкам. Ошибки по памяти сейчас. Генератор, обрыв цепи, электрическое повреждение, и генератор, обрыв цепи, механическое повреждение. Две ошибки выдает сразу вида. Предлагает произвести действие по одному и второму сценарию. Мотор работает чисто, посторонних шумов из механизма ГРМ нет. Остается поставить ремень на место, стереть ошибки и отдать машину. Прочла виды ошибки, и у нас получается модуль управления генератора — электрическая неисправность, модуль управления генератора — механическая ошибка. Стираем ошибки. На этом осмотр навесных агрегатов закончен. Легких вам ремонтов. Всего хорошего и до новых встреч!